Добрый день, друзья! С вами МНЖ, и сегодня мы будем играть в Days, демоверсию такой игры интересной. Разработчики, которые мне прислали демку на потестить ее, на посмотреть. Стоит отметить, что очень классная была загрузка в начале того, как игра запускалась, и музыка прям, и визуал вот это, да, зелененький с этими линиями. Блин, уже очень классно, мне уже очень нравится. Ну давайте, много говорить не буду. Я вижу игру первый раз. Я буквально запустил всего лишь разок, снизил громкость. Языков нет, да, пока других? Да, пока только английский. Ну, оно и логично. Уже очень нравится визуал, уже очень нравится музыка. Давайте посмотрим, что нас будет ждать в этой демке. Нажимаем на компанию. Человечество раздроблено по галактике и усилено влияние искусственного интеллекта. Что-то в этом духе было, да? Что-то про зеленое ядро. Искусственный интеллект делает что-то с зеленым ядром. Искусственный интеллект предвидит. И, в общем, человечество полагается на искусственный интеллект очень сильно, да? Он все рассчитывает, обучается, изучает. Зеленое ядро было рождено. Так, что-то у нас будет с зеленым ядром. Я не успевал прочесть даже, что там было. В общем, человечество полагается на искусственный интеллект, который у нас выражен в виде зеленого ядра, но что-то пошло не так, да? Он стал красненьким. Ну-ка посмотрим. Ага, вернулась у нас музыка, выбор корабля. Так, допустим, а это что? Ну это, наверное, они и есть? Нет, смотри-ка. Гринкор. Аикор. Это ядра. Это ядро искусственного интеллекта. Это, видимо, корпус корабля, да? Смотрите, как интересно. То есть у нас есть ядро, видимо, немножко разный геймплей за ядра, и еще и корпуса разные. Ага, прикольно, прикольно. У нас есть 10, это что такое current? Maintenance rules. Ну, в общем, у нас 10 какой-то валюты и еще какая-то валюта на 0, но пока непонятно, что это. Победа на 10 тысячах. Вторая победа. Если я побеждаю на этом корабле, я получаю 10 тысяч вот этой валюты. За вторую победу я получаю Overdrive Core. Ну, пока не очень понятно, конечно, что это нам даст, но какой-то power, да, что-то нам это даст, да. Но пока мы не знаем, что все это означает, поэтому... Ну ладно, выбор, наверное, за первый корабль, естественно. Hornet. Да, пока, конечно, непонятно, что все это означает. Ну, давайте, ладно, нажмем Continue, посмотрим. Визуально выглядит очень классно для инди-игры. Прям музычка такая приятная, эффектики приятные. Очень классный визуал, мне нравится. Итак, акт 1, миссия 1. Туториальная миссия обучающая, да? Поставьте лут. Set loot and choice counts. На большой сложности нам большую награду дают. Ну, давайте мы на харде попробуем. Нормал, наверное, совсем изи. Попробуем на харде. 3000 валюты вот такой и валюту вот такую мне дадут, да? И у нас видно какая-то карта. И у нас пока вот эти точки, видимо, в демо доступны. Ну, мне кажется, так. Давайте нажмем Continue, посмотрим, что нас будет ждать. Ой, какие переходы между сценами, боже мой. Слушайте, тот, кто занимался визуалом в этой игре, вообще респект. Вот тебе, товарищ, очень классно. Итак, нас учат играть. Drag you dice, dice кубик игральный, в территорию патрона оружия. Да, вот это у нас, видимо, оружие. И мы можем наши дайсы, наши кубики размещать в разные штуки. Да, сюда, сюда и сюда, видимо. Когда вы готовы, нажмите, да, чтобы выстрелить или там зарядить, или выстрелить, или что-то в этом духе сделать. Оружие могут стрелять только по своей линии.
Так, допустим. Это, наверное, враг мой, да, сейчас? 500 денежек. Ой-ой-ой, какая справка была мобильная. Так, ход 1. Скраб, ага, это валюта, ну, металлолом, типа, да? Энергия, рандом, бараж. Ну ладно, справку будем помнить. Если будем встречать какую-то иконку, будем вот сюда наводиться, чтобы понять, что эта иконка означает. Это я, это мой враг. 35 хп, у меня 50, у него 4. Что интересно означает 4? Пока не очень понятно. Может быть, его 4 хода у него или что? Так, это что такое? Probability Engine. It's one dice. Ока, прикольно как. То есть в двигатель я вкину, получу dice один вот сюда, видимо, да? Fuel. Когда он полон, получите один movement point. Ага, тут пока непонятно, что, наверное, свободный слот. А это пушка, да? И она, видимо, прямо как раз будет стрелять. Смотрите, написано any. То есть совершенно любой кубик можно сюда кидать, да? Так, не понял, что сейчас произошло. А это что у нас такое? 0 энергии. Кубики явно пятерка, кнопочка. Beam, Defensive, DL 10 to Middle Lane. А вот это что за иконка? Пирс, проникающий урон. Наносит 10 проникающего урона по средней линии. Стоит 2 энергии. А где моя энергия вообще? Ну у меня ее нет. 0 энергии написано. И наносит 10 проникающего урона, to Middle Lane 2 энергии стоит. Я пока не понимаю, сколько у меня энергии. Я не вижу, где это. Опа. Ага. Ага, это открывает Beam. Вот он. Это обилка моя, короче, да? Probability Engine это вот это. Оружие миниган вот это. И 2 дайса. Ага, от 1 до 6 еще и дайсы разные бывают. Я сейчас туплю, но я разбираюсь, да? Этот ролик может быть очень полезен, в том числе и разработчикам, потому что они могут посмотреть, как я рассуждаю, как я изучаю игру, в каком порядке, и какие-то полезные выводы для себя сделать. Но я сначала сделаю как бы летсплей, да, мы сначала поиграем, а потом, если у меня будут какие-то комментарии полезные для разработчиков, я это, наверное, во второй части видео оставлю. Пока душнить не буду сильно, просто мы изучаем, играем, да. Пока что я не понимаю, сколько у меня энергии. Я прям не вижу, где сколько энергии. Но вот здесь 0, наверное, у меня 0 энергии, да. Ну давайте дайсы попробуем. Вот он говорит любой. А что, интересно, шестерка означает? Overcharge. Это 2 слота. Смотрите, здесь любой, здесь шестерка, а здесь вообще нет почему-то слота. Наносит 1 дамага 10 раз в рандомную цель. Но так как цель одна, наверное, в нее нанесет. Ага, ну давайте попробуем. Раз любой, давай тройку. 3. И чего? Ага. Вот так, я один зарядил и все на этом, да? Так, ладно, а если фуйл? 3 я получил. Опа, это что? Это смена... Вот интересно, да? Тут типа не хватает. Тут, смотрите, у них же есть подсказки вот здесь. Как будто здесь бы тоже подсказочку вот такую добавить, типа, что, ну, произойдет реверт. Ну, вдруг, хотя... Прикольно, да? А как я это пополнил? Я уже забыл. Куда я положил? Вот сюда положил, да? Movement point. Вот это movement point, значит, вот эти стрелки. Блин, как интересно. Так, давай End of turn. Он по мне... 4 это его урон, да? И вот пошло окошко. Блин, а я уже как бы все тут поизучал, посмотрел, и мне только сейчас окошко тут реально пихают. Наверное, надо было сразу его пихнуть, не? You can drag Ну, вы можете переносить ваши дайсы вот туда вверх, и чтобы получать энергию. Блин, вот как энергия-то получается, оказывается. Требует dice slot is random each turn and each time you gain an energy. Ага. Так, ладно. Вот так энергию можно получать. Но мне как будто его убить надо. Тут 10 урона. Просит он Энни. Ну, наверное, тут 1 будет, да? Если я положу, наверное, будет 1. Лучше, наверное, 5. Это 1 to dice. Добавляет просто 1 к дайсу.
Я добавил, сделал шестерку. И, видимо, нолик означает, что каждый ход эта штучка пополняется. Я ставлю сюда, получаю шестерку. Отлично. Сюда, допустим, заносим, получаем 1 энергии. А что означает 4 ап? Ну ладно, энергия у меня есть уже, хорошо. Давай постреляем. То есть первая кнопка заряжаем, вторая стреляем, да? Basic attack, fill up your weapons charge. Gouge. Ага. То есть я базовой атакой своей как бы какой-то чардж накопил. Если вы один раз... Ага. Ну, в общем, да. Короче, мы оверчардж получили за то, что я вот зарядил на шестерочку. Ой-ой-ой, как больно нафигачила она. Так, допустим. И он меня опять на 4 атакует, да? Ага, хорошо. Так, у меня снова есть шестерка. Так, давайте проверим, будет ли это так же. А здесь я, смотрите, мне интересно сейчас. Вот я на 5 прокачал и сюда закину. Мне дадут 5 энергии? Нет, 1 энергии дают. Зато у меня обилка открылась. Так, на шестерочку. А, вот эта полоска означает за чардж. Если полоску наберешь, будет чардж. Я тебя понял. И у него 10 хп. У меня есть обилка специальная, которая на 10 как раз пирса. Лазером бам, и мы его убили, да? Неплохо. Новые запчасти вы можете переносить, всякие разные запчасти, в свое ядро искусственного интеллекта. Некоторые части получают дополнительные эффекты, если как бы находятся вплотную к чему-то. Ну, то есть здесь, видимо, какой-то пазлик, да? Можно мини-пазлик собирать. Можете больше вот этом узнать в тултипах. Мне дали дайсик. Всегда выпадает на 3. Прикольно. Слушайте, а как... А, я могу только 2 предмета выбрать. Ну, дайсик я бы точно брал. А что еще? 350 скрапа. Скрапа. А, все это по скраб, да, только чисто? А, подождите, а это что у меня? То есть это, видимо, зона оружия, а это что? Просто, наверное, лут какой-нибудь. Click to expand. И дайсик. Ну, давай... Подождите, а есть какие-то эффекты? Adds... О, +1 to dice. Ну нет, это приборы, да? Ну давай вот так. Допустим. Click to expand. Ну ничего тут нет. Угу. Одно оружие из 3. 3 дайса. У меня 10 дайсов может быть, нифига себе. 1 из 3, видимо, вот это, да? Engine, ну какой-то предмет полезный. И 1 из 7, вот это я немножко пока не знаю, что, но мы, наверное, разберемся позже. Что это означает? Core part. Core part. Наверное, вот это core part все-таки. А вот это, наверное, вот эта штука, да? Еще раз. Motherboard. Материнская плата. Да, вот это, наверное, материнская плата, а это core part. Пока что-то не очень понятно. Ну ладно, разберемся. Хорошо, you can move. Вот, и здесь как раз говорят, смотрите, что вы можете двигать. Блин, а я уже все посмотрел. Ну смотрите, давайте, ладно, буду по ходу оставлять комментарии вот разрабам. Как будто, раз вы вот так по очереди всему учите, так давайте в туториале сделаем так, что все эти элементы по очереди будут появляться. Вот, например, вот вы сейчас в этом туториале учите меня, что есть вот такие мувы и свапы. Так вы их спрячьте в туториале, чтобы их в принципе не было. Вот я как игрок открываю интерфейс, у меня нет этих штук, да. И я такой, как бы, вот только когда вот этот поп-ап появился во втором бою, эти штучки, хоп, так снизу вылезли и появились. И только теперь я увидел, что они есть, и такой, о, классно, да. Ну и, соответственно, с таким подходом можно делать все, да. Например, вот эта вся штука, ее может не быть в начале, как и этих штук не быть, как и этих штук не быть. То есть в начале, например, только игрок зашел, у него есть картинка его хп, есть картинка вражеского. Вот это тоже можно все убрать вообще пока что, да. Это убрать. У него есть просто дайсы и есть просто пушка. И вы ему говорите в тултипе, ну смотри, у тебя есть дайсы, ты можешь переносить их в пушку и стрелять. Это все, что может делать игрок. Очень просто. Он не будет заниматься никаким изучением. Он такой, о, понял, переносит, пострелял, классно. Закончил ход. Начинается следующий ход, вы, допустим, раз и подсовываете ему вот эту штуку. То есть у него появился второй элемент. И хоп, новый тултипчик. И говорите, смотри, у тебя еще есть вот такая штука, ты можешь там энергию делать. Или там еще что-то. И научили его. Он такой, о, прикольно, попробовал, окей.
Потом на третий раз вы уже вот эти штучки высунули. Ну и вот вы поняли, да? Вы поняли, чтобы и интерфейс постепенно развивался, и обучение постепенно развивалось. А не так, что вы мне накидали кучу всего на экран, я уже тут все изучил, а обучение как бы запаздывает. Немножко, да, тут последовательность. Так, 3.3, вектор 2015. Ну, мне типа выгодно убить этого сначала. Наверное, да? Я с фуилом не разобрался. Movement point вот эту штуку дает. Ага. Тройки. Ну, давай один накинем. И закинем вот сюда. Энни, это уже 4, а сюда я только шестерку могу. Это, конечно, беда. Давай тогда Эван. Четные, блин. Тут условия разные есть. Только четный могу. А сюда уже не могу. Ну, тогда фуил могу, да, наверное. И мне еще накопить надо. Да ёшкин кот. Как все непросто. То есть мне тройку некуда девать. Мы стреляем, допустим. Копим тогда эту штуку получили. Давай. На 3 пробил, допустим. Offensive core. Active your offensive core for... Так, и вот сейчас, видите, и только сейчас меня учат вот этой штуке. Ну вот она только сейчас должна появиться была, как бы. Да, я уже все это понял. Cooldown, energy, я все это понял уже. Так, а тут, видите, только 5 требует. Как интересно. Но я не могу 5 получить, наверное, никак сейчас, да? То есть я не могу сюда это закинуть. Ну, давай, допустим, Энни. Ну, давай на 3 прокачаем тогда. Сюда, сюда. Ну, это все, что я могу сделать, мне кажется, пока, да? Тут я не могу, да? Только одно у меня есть. Блин, пробивают. Не везет, мне дропается не самое хорошее все. Зато, смотрите, четные выпали. То есть я могу немножко энергии постакать. Наверное, да? Вот так, наверное, сделать могу. 5 четные, и уже 10 у меня открыта. Но я попробую сначала вот так. Может, у меня супер обилка откроется. На 3 пробил. Вот этим лазером пробил. Оверчардж открылся. Летим сюда. Блин, классно. Мне очень нравится сама механика. Вот сам кор механика. Офигенно вообще. Я очень люблю вот эти дайсы. Круто, круто, круто. Немножечко порядочек в обучении напутан, но в целом прям круто. А вот что означает плюс 5? Стрелка. Так, стрелка, стрелка. Тут нет иконки стрелки. Что означает стрелка? Вопрос. Ладно, 5 могу выстрелить точно. И все, и закончилось. Ну, допустим. Вы можете расширять ваше ядро, кликая на иконочку экспанда. Ага, вот здесь. Я понял. You can also drag parts to storage. А это storage, это хранилище. Ага, part and storage do not work. Ага, понял. Понял. Выберите 3 предмета. Ну, смотрите, у вас же есть текст в интерфейсе, да? Что бы, например, вот здесь и вот здесь не добавить какие-то подписи? Вот же у вас есть текст здесь, да? То есть вы в интерфейсе используете текст. Вот написано loot. Здесь написано choose treat'em. Почему бы где-нибудь здесь, вот сбоку, или вот здесь сверху, или еще где-то не написать, что это AI Core, это storage, ну хотя бы storage, да? Чтобы я сразу не задавался вопросом, это что? Ладно, gain 3, expand. Minigан, это название, видимо, да? Motherboard, turret. Я не очень понимаю, что означают вот эти 3 стрелки, зачем они нужны. Ну ладно. Increase size of inventory. Так, не понял. Оно мне вот сюда далось, да? У вас, видите, расширение есть, поэтому вы не можете надпись сделать. Ну ладно. Так, раз, два, три. Допустим, так. Плюс 1 power и добавляет к соседним. Ну как раз, видимо, 1 power добавляет к соседним, да? Weapon. Gain плюс 1 damage on load for each power. Видимо, вот так надо, да? Оно теперь сюда работает. И... плюс 1 damage дает минигану. Видимо, так. Dice slot to a weapon. Это, наверное, неплохо, кстати.
А, вот так вот прям оружие еще можно улучшать. Нифига. Сколько тут заложено всего. Интересно. Некоторые вражеские корабли имеют уникальные пассивки. Вы можете навести туда мышку, чтобы почитать, что там за пассивка. Ага. Working around this passives. Ну, короче, работайте вокруг этих пассивок очень аккуратно, потому что, ну, некоторые враги могут быть очень опасные. Вот наводим мышку, видим. Это обычный товарищ, а здесь вот bad пилот, плохой пилот. При смерти другой вражеский корабль умирает. Как интересно. И, кстати, смотрите, какой момент. У меня вот эта пушка была здесь в конце боя, она здесь и осталась. Вот это, кстати, важный поинт. Давайте свап. Мне +1 силы, видите, дают. Любой может дать энергию, но мне как будто надо энергию получить. А теперь 5 просят. Ой-ой-ой, не повезло. И здесь только четные, да? Ну давай тогда, значит, сюда четные. Сюда 3. Это уже 7. То есть 4 + 3 это 7, +1 8. Но все равно не хватает. Ну а что делать? Хотя бы так, да? Вот прикольно. Вообще эффекты, графоний. Очень хорошо. Ролл произошел, да? Ну, по идее, просто, да? Мы его можем добить. Тогда смотрите, как получается. Я же его добью, бой закончится. И раз бой закончится... Вот интересно, у меня энергия сохранится на следующую битву. Давай, Энни, любой 2. И давай тогда... На фуэл, получается, заполним немножко. Да, получим свап 1. Он умер? Умер. Да, работает. Неплохо. Это ремонт на 5. Но мне надо ремонтироваться определенно. 3 сайз инвентаря. Энергия. Опа. То есть энергия сохраняется, да? Да, она сохраняется. Видите, я 2 настакал энергии, она сохранилась. То есть вот это тоже имеет значение, что от боя к бою лучше сохранять энергию и вот эти, ну, перемещалки, да? Наносит 1 3 врагам. Offensive. Ага, это в EE-Beam скатывается штучка, да? Давай попробуем поставить. 200 скрапа. И все, да? Я выбрал все, что можно уже. Давай дальше посмотрим. Тут уже больше пассивок начинается, да? При смерти наносит 5 урона рандомному врагу. При смерти все оружия получают 4 заряда. Все мои, что ли, оружия? И здесь, смотрите, выбор появился. У меня как бы два каких-то оружия, да? Один наносит 1 урона. Погоди, а как это работает? В рандомную цель, да? То есть он наносит по 1 урона по 3 каким-то рандомным целям. Этот 10. Пирсинговый, кстати, он пробьет сразу несколько целей. Это, мне кажется, очень выгодно. Но выгодно и в то же время сюда просто выстрелить 6. И еще какой-нибудь 6. Четный, да? 12 уже 13 будет. Можно вообще его убить? Да, свидуля. Оверчардж у меня есть. Ой-ой-ой, как хорошо, по рандомным целям. Но я вот эту хочу, пирсинговый. Бам. И оверчардж, погнали. Бам-бам. И я еще оверчардж получил, но... но он же рандомную цель такую, нормально. Неплохая комба. То есть комбо, да, у нас получается потенциал есть. Очень прикольно. Но пушка меня теперь смотрит прямо. Мне надо в него смотреть. Я могу за 1 энергии. А что од означает? Наверное, нечетное. Да, а вот 5... меньше 5. Я понял теперь, что это означает. Нужно меньше 5. Блин, у меня топлива нет, друзья. Но могу за 1 энергии 3 нанести, но как будто это дорого, нет? Потому что за 2 энергии можно 20 вообще нанести практически. Тогда, наверное, мы топливо пока покопим. Потому что нам надо сюда переместиться. Повысим. Четное. Бахнем на 5. Заодно заряд подкопим. Он слабенький, кстати. Нормально вроде. 6 в него кидаем. Здесь энергию копим.
Кидаем так. Так. Вроде норм на 11. Я могу его уже убить, но я бы еще подождал. У меня 3 кубика все-таки мне падает. Давай энергию. Я его 6 добиваю, думаю, без проблем. И можно либо топливо, либо... Топливо хочу. Да, справились. Все, разобрался потихоньку. Ой-ой-ой, оружие накидывают. Но мне экспанд нужен вот здесь был бы. Я не очень плохо, что здесь расширил. Смотрите, у меня же сохранялась вот эта штука Click to Expand. Наверное, не надо было ее тратить, но кто же знал. 2 туретки. Одна из них, у нее пока один слот под дайс, любой, наносит 15 дэмэджа 2 раза, то есть 30 урона. Но это на оверчардж. А здесь оверчардж deals 20 урона. Ага. И здесь 2 клетки под дайс, один выше 4, один Энни. Блин, ну мне ставить некуда эту штуку. Но я могу, наверное, сюда ее взять. Какой мне выгоднее? Ну, давай дабл туррент возьмем. Музыка, кстати, очень хорошая. Вы слышите? Вы слышите? Вот музыка стартовая была классная, и сейчас музыка отменная вообще, класс музыка. Вы можете посмотреть... You can sell. Вы можете продать ваши предметы, перенеся их в мясорубку, вот в эту. Ее там разрубят на скраб. А на скраб вы можете покупать предметы у торговца. Ага. Junk parts grants more scraps. Я вот junk, к сожалению, не помню, что означает. Ну, вот это точно сюда. Так, это что такое? Utility. Grants to end of mission. Ага, это повлияет на лут финальный в конце миссии. Ну, вот эти предметики, кстати, прикольные. Я только не знаю, где они размещаться будут, но они прикольные. Offensive. Dice. Always на 5. Блин, Dice классный, всегда на 5 падает. Dice слот на оружие. Ага. Я, наверное, Dice куплю. Мне кажется, Dice это самое выгодное, что может быть. Он еще всегда 5 падает. Это очень круто. Насчет пушки вот не знаю, может ее тоже продать. Но мне не пишут, за сколько я ее продам. Наверное, не стоит. У меня 300 денег еще. А, починка ограничена, да? Наносит 5. Просто 5 урона. На кораблю, который находится справа. On right for each adjustment. Что-то сложное описание. То есть наносит 5 за каждый кубик, что ли, типа. Да, за каждый дайс обычный, серенький. Расположенный. Сложно работает. Я давайте починюсь. Не понимаю, как пока работает, неважно. О, как отлично мы тут появились, ребята. При смерти every other ship on same roll dice. Row — это ряд, да? В этом ряду мрут все вот эти корабли. Если я правильно понял. То есть получается, мы можем зарядить, например, 5 в Энни. Бахнуть. Бахнуть. По среднему ряду только. Так, ошибочка вышла. Надо было больше заряжать, я его так не убью. Ошибка. И здесь только четные, да? Давай 4 тогда. Ну давай, ладно, оверчардж уж такой. Но я очень много урона замесовал теперь. А нет отмены, да, хода? Какой-нибудь там назад, backspace или... Не, нет, походу, отмены хода. Блин, косяк. Неправильно сделал. Очень много урона сейчас получу. Ладно, раз 4 просит на... больше... Строго больше 4, что ли? Понятно. Топливо тогда остается. Ну, терпим, что, много урона. Мог бы, конечно, убить всех 3, мне кажется, на изи. Но я затупил. Давай тогда 6.
Эван четный, я хочу еще шестерочку. Да, ряд очистили. Остался вот этот типок. Мне бы, конечно, что-нибудь защитное получить. Пока нет защитного ничего. Пятерка, да? Блин, фигово, что она только по центральной линии. Ну, я устану его убивать, как бы. Ладно. Давай, шестерка. Я могу еще шестерку. Энни. Тройку, пятнашка. Ну, довольно много урона уже. Это нечетное, да? Значит, сюда тогда. Умираю. Умираю. Должны добивать его. Нечетная двойка. Блин, чуть-чуть не хватает. Но за энергию сейчас, наверное, залутаем. 3 у него, да? Я могу вот так его добить. Погоди. Топливо. Давай так. Но я при смерти, на самом деле. Лут. Выберите 3 предмета. 5 энергии, 3... Вот мне нужен инвентарь сайз определенно. 1 оставлю. Ага. Блин, какая музыка классная, вы слышите? Вообще просто. Кто писал трек? Вот, товарищ, вообще респект тебе. Классно. Amplifier. Плюс 5 power. 1, 2. The same number loaded. Ага, если я заряжаю в оружие 2 дайса одного и того же... Ну, вы поняли, короче, 2 пятерки заряжаю, и хорошо будет, да? Но работает она только на правую, я так понимаю. То есть, наверное, вот сюда надо ставить. Да. Здесь просто есть шестерка, есть Эван, есть Энни. Вот в эту пушку часто можно будет заряжать одинаковые, а целых плюс 5 пауэра получить довольно неплохо звучит. И еще мне лут дали. А, вот здесь типа карта, да? Ага, ну это я позже, наверное, прокомментирую. Починку хочу. Хотя, наверное, надо было подумать. Ладно. Дальше, next boy. Посередине. При смерти рандомный вражеский корабль умрет. Ага. Интересная такая связь у них рождается. Если ты убиваешь этот корабль, умрет этот корабль. А если умрет этот корабль, умрет еще какой-нибудь корабль. То есть, вероятно, этот. То есть мне как будто нужно убить чисто этот корабль. И он как раз стоит над вот этой моей пушкой, в которой есть всяких бонусов. Вагон. И мне надо одинаковые дайсы туда зарядить. Я, наверное, заряжу... мне, видите, четную надо. 6 Энни. 4 я могу зарядить, мне кажется. То есть я могу Эван сюда закинуть, 4 сюда закинуть. Вот мы зарядили 2 одинаковых. По идее, я должен плюс 5 получать. Да, видите, плюс 6 я получаю. Еще давайте сюда тогда. А, 6 не могу. Блин, могу сюда, получается. По центру нет смысла стрелять. Это тоже, наверное, нет смысла делать. Мне надо сюда влетать. Ну, могу сюда урон влить, но тоже в этом смысла мало. Давай, много урона скушал. Жалко, конечно, что... Overcharge. Ну, блин, он смысла не имеет. Ну, какой-то урон сюда влетит ведь? Раз, да, много урона сюда влетело, хорошо. Топливо пока так. Ну, лот не могу зарядить ничем, да? Терпим. Или я умираю, или я убиваю этот корабль. У меня есть 2 пятерки. Но мне нужны четные. Черт. Я не могу зарядить так, как я хочу. Но могу зарядить 6 и 5. Это 12, да? Правильно я понимаю? Четную. Давайте 2 зарядим на всякий. По идее, он должен умереть, потом этот. И будет хорошо. И раз... Эван, четная. Давай сюда тогда. Давай вот так. Умри этот. И умирает этот. Идеально.
И я у торговца. Так, можно продать эту хрень. Да, экспанд сохраняется, видите? Дайсик за 300 предлагают. Как будто надо брать. У меня уже 2 пушки, дайсики нужны. Ага. Так, пошли другие эффекты. L-Weapons gain 4 чарджа. Блин, вот это оружие можно на 4 чарджа зарядить. А у него оверчардж что дает? 15 урона 2 раза. То есть, в принципе, этот товарищ умрет, если я чардж получу. Но с другой стороны, чтобы чардж получить, надо его убить. Every turn добавляет +1 атаки всем целям. То есть он всех бафает. Охренеть, его точно надо убивать. Мы его убьем вот этой штукой по центру. Давай домой. Все, да. Ну, то есть, получается, надо вот этого убить по возможности. Но у меня здесь всего 1 слот на пушку. Как будто надо махнуть местами, да? Так. Хотя как мы этот будем убивать? Ну ладно, разберемся. 6 есть, вижу. Это очень хорошо, что мне 6 дропнул. Сейчас мы очень много всего получим. Не любой, давай на 3. Блин, меньше 2 нужно. Печалька. Ну, топливо могу тогда набрать. Могу сюда, конечно, зарядить. Ну, давай, ладно, так попробуем. Звуки прикольные такие, да? И музыка, как качает музыка, слышите? Блин, я хочу просто уже саундтреки вот из этой игры. Я или из игры их вытащу, или, не знаю, там посмотрю, может быть, они где-то выложены и есть. Саундтрек просто божественный, как он мне нравится. Мне снова четные нужны. К сожалению, не могу. Ну, вот так могу. Угу, мы вжарим сюда и получим чарджи. Давай. Хочу чарджи. Туда можно 6 зарядить. Сначала так бахнем, чтобы чардж, может, сюда накинется. Убил. Вот они, чарджи. Так, а я умираю, если я его сейчас не добью, да? Я правильно понимаю? Ага, а я его не добиваю. Ну меня убили, ладно, меня убили. Ну и, собственно, пишут, да, заходите к нам в Discord, добавляйте виш-лист. Контент will be... В полной версии нас ждет 50 миссий, 4 акта, 20 играбельных кораблей, более 180 частей, для которыми можно, в общем, ядро развивать, 5 кат-сцен. Видимо, как первые, да, такие ролики. Дата выхода релиза июль 2026. Блин, игра. Слушайте, очень классно, мне понравилось. Прям такой рогалик, как я люблю, знаете. Ага, и вот... Ну и причем, смотрите, в демке же уже что-то вон контента много. 11 тысяч. Как будто можно открыть и попробовать, да? Единственное только... я не победил, потому что ни разу еще. Я еще не победил ни разу. Не, ну слушайте, вообще очень классно. Мне очень понравилось. Музыка, графика, сама механика. Давайте сейчас пройдемся уже немножко как ГД. То есть эта часть, если вы смотрели просто на игру, просто чтобы посмотреть, как она играется, хотите ли вы добавить эту игру там в виш-лист и прочее, ссылка будет в описании на Steam, добавляйте виш-лист, игра, по-моему, будет вообще офигенная. А сейчас приступаем к ГД-части, я попробую дать некоторые полезные комментарии разработчикам о том, что можно сделать, чтобы их игра была еще лучше, да. Но здесь все прекрасно было, да? Когда мы нажимаем кампанию, вот здесь пока что много данных. Как будто, смотрите, раз у вас туториальная часть, и получается, вот эти штуки, я пока не очень понимаю, конечно, что они дают, но это какие-то варианты прохождения, как будто, да? Как будто можно, опять же, все вот это скрыть. Вот эти 4 варианта пока что скрыть, оставить только один, зеленый, на первый запуск игры. Ну, тут все вроде более-менее окей. Эту штуку, допустим, можно тоже оставить.
Это все оставляем. Да, вот вы показали, да, представляете, игрок открыл первый раз и смотрит. У него есть одно ядро, там 4 корабля. Ну, понятно, он их не может выбрать, он выбирает первый, прекрасно. Когда он сыграет один трай и зайдет второй раз в компанию, уже здесь хоп-хоп-хоп-хоп, может 4 еще варианта появиться. Игрок такой, нифига кораблей, нифига тут вариантов. Вот, то есть он кайфанет, увидит много контента после первого трая однозначно, но и при этом вы его не напугаете как бы излишней вот этой штукой, на которую он может время тратить. Вот. Это такой не сильно критичный момент, но так можно делать, опять же, чтобы снижать когнитивную нагрузку на игрока, когда он первый раз зашел в игру. Далее более... Ну, здесь вообще божественный экран. Просто офигенный. Я не знаю, что обозначают вот эти 4 и почему дальше их нет. Наверное, разные виды миссий будут по-разному как там играться, да? Я попробую еще раз хард. Но в целом здесь все окей, да? Вот нажимаем дальше. И вот самое, что у меня было такой момент, который мне хотелось бы, да, чтобы вы подфиксили. Это, собственно, вот здесь. Вот этот вот туториал. Вот смотрите, вы сразу говорите, да, как стрелять. У тебя есть дайсы, да, ты переносишь их сюда. Вот что здесь хотелось бы сделать. Вот эти свапы на вот этом экране просто пока убрать, не нужны они. Вот этот фуэл тоже убрать, он пока не нужен. Вот это все окно тоже убрать, оно не нужно. И насчет вот этого не уверен, но вроде оно не сильную нагрузку имеет, можно оставить. То есть вот все те элементы, которые сейчас игроку прямо сейчас не нужны в свой первый как бы ход, убрать пока что, да? Убираем. И, собственно, у него просто дайсы есть, просто есть пушка, и он может посмотреть на хп, и все как бы окей, да? Все прекрасно, его ничего не нагружает. Он попробует пострелять, и уже на следующий ход вы можете ему дать что-нибудь, например, вот этот кусочек, или вот этот кусочек, связанный с топливом и свапами. И итого у вас, как бы, видите, планомерное обучение будет. Сначала показали одно, научили, добавили элементов на экран, научили. На третий там ход опять добавили элементов на экран, опять научили. И очень снизится когнитивная нагрузка, исчезнет вот этот этап, который был у меня, как вы помните, да, в летсплее, что я там что-то очень сильно, там глаза бегали повсюду. Вот это исчезнет. Местами немножко не хватает тултипов, то есть, видите, у вас есть тултипы хорошие очень. Вот я навожу, мне говорят, да, добавит +1 к дайсу, добавит топливу, это позволит свапать. Почему вот когда я навожу на 4, мне не говорят, что это атака? Я вот задумывался, что означает 4, как будто можно там какой-то мечик, иконочку урона добавить, ну или просто тултип, что я навожу на 4, и мне пишется там, это атака его, он тебя настолько атакует. Вот. Потому что вот здесь я тоже, видите, я не вижу, где здесь атака. Это прикольная фишка, конечно, но вот тултипчик можно добавить. Окей, как будто мы играем первый ход, да? Давайте. Энни и 6. Там Энни тоже пишется. Давай тогда 3. 1 сюда. Бабах. Бабах. Отлично, мы не заканчиваем. Ага. И вот вы дальше говорите, что можно фармить энергию. Отлично. Вот только сейчас вот этот кусок должен был вообще появиться. Такой хоп, вылез. Игрок такой, здесь еще вот так есть. Окей, понял. И так как вы говорите про энергию, он, вероятно, попробует эту энергию зафармить. Да? Он возьмет, сделает вот так. Потом прожмет вот так. Сюда, вот так вот. Да, отлично. Потом вы говорите оверчардж. И здесь все логично, да? У нас оружие как раз получило оверчардж. Вот вы говорите про оверчардж. Класс. Здесь все правильно. Оп. Оп. И, ну, видите, здесь свапов пока нет. Но вот здесь уже, в принципе, можно свапы. Ну, хотя, может, и не надо, да? Типа, давайте дадим игроку выиграть первый раз. В принципе, нормально. Накинем. Вахнем. Ага, ну, здесь все прекрасно. Единственное, что вот если сторож не расширяется, а расширяется только вот эта часть, то как будто можно подписать снизу сторож. И вот эту кнопку как будто тоже... Ну, хотя ладно, что я придираюсь, нормально вроде. Дайсик возьмем. Кстати, по-моему, лут такой же, как в прошлый раз. Как будто бы, да? Будто бы, да. Очень вот это все прикольно, что вы сделали. И меня немножко, знаете, что смущает здесь? Неконсистентность элементов интерфейса некоторых, что вот эта панелька, в которой у нас ХП, энергия и вот эти все данные, и то, как это все выглядит в бою, оно сильно отличается. То есть вот там, помните, была карта здесь какая-то, да? А здесь по-другому почему-то отображается, где бой, где что. Как будто можно как-то это переиграть, что, например, ну вот... То есть тут, понятно, потребуется, видимо, большое изменение какой-то интерфейса, но вот что такое хороший тон в плане UX, что у вас
Если вы выбрали какую-то тему, связанную с тем, что меня ждет дальше, да, и решили ее изображать вот здесь, ну вы здесь тогда всегда ее плюс-минус одинаково и изображайте. Например, можно какую-то карту здесь сделать, да, и ты когда наводишь на карту, она, например, расширяется или что-то вылетает, ну такой, да, модалочное такого типа, в котором как раз написана вот эта инфа, какой сейчас раунд и что тебя ждет дальше. И это всегда просто здесь, не в других местах. И то же самое вот по вот этой штуке. То есть если у вас есть вот такой элемент интерфейса, где написано, сколько у меня вообще может быть дайсов, сколько у меня чего может быть, то, соответственно, и в бою эта инфа плюс-минус на том же самом месте, плюс-минус в том же самом виде должна быть. Ну, или выходить. То есть вот эту консистентность желательно соблюдать. Это не супер критично, потому что у вас в целом-то все понятно, но если вы еще и консистентность соблюдете, будет вообще класс. Хорошо. И вот здесь вы учите перемещать. Отлично. Вот только сейчас должно было появиться вот эта фигня, связанная с топливом и вот этими свапами. Ну, это я уже повторяюсь, да? Потом по поводу врагов, что я могу сказать, что пока что по врагам я заметил только лишь, ну, вот этот эффект «убей одного, чтобы убить другого», да, вот эти комбы. Я надеюсь, у вас там, конечно, что-то еще поинтереснее дальше будет. Это вы просто для демо показали. Как будто пока скудновато количество пассивок для этих, но я уверен, у вас там их будет много, и там можно будет что-то намутить с этим, да? Вот. Что тут еще можно сказать? UI огонь в целом мне очень нравится, как оно выглядит. Возможно, местами где-то можно подснизить яркость некоторых элементов. Вот, например, вот эти слоты под еще не существующие здесь пушки, как будто можно немножко затемнить. Имеется в виду вот эту часть, вот от этой палки до вот этой. Ну, чуть-чуть затемнить так. И это. Как бы намекая игроку, что это элемент не супер кликабельный. Он сейчас тебе не нужен. То есть все то, что кликабельное, все то, что имеет повышенную ценность, это кнопки, это вот эта пушка, это вот эти штуки, которые, кстати, вот тоже интересно, да, вот я навожу на кнопки, у них есть hover эффект, то есть мне игра дает понимание, что это кликабельно. Вот эта штука же тоже кликабельна. Почему нет hover эффекта? Он должен быть. Я навожусь, она должна хотя бы мигнуть там, или весь фон должен смениться на зеленый, а цифры на другой. Ну, то есть как-то она должна отреагировать. Это же кликабельный эффект, элемент. Также и здесь. Это тоже кликабельный элемент. Он тоже hover эффект должен меняться. Да, вот эта штука тоже кликабельная. Но сейчас она, понятно, выбрана, но другая должна быть кликабельная. Да, тут, в принципе, все нормально. Ну, возможно, ну, это уже такое хотелки, да, всякие, что можно какую-то анимацию прикрутить там внутри к этим товарищам, да. Но это такое, да. Что я тут еще могу сказать интересного? Да, в принципе, не знаю, огонь. Огонь, мне нравится. Мне кажется, тут не нужно даже много комментариев, в целом огонь. Вот к этой системе еще можно будет потом поразбираться. Вот здесь я не очень понимаю, зачем вот эти 3 стрелки. Вот написано offensive, материнская плата, turret, оружие, да. Как будто яркость вот этой надписи offensive, turret или материнская плата какая-то слишком яркая. Это же просто, по сути, класс объекта, который обозначает, какого типа объект. Она как будто вообще-то серенькая должна быть, эта надпись. Не такая яркая, потому что здесь скорее важнее эффект, а не вот что это за часть. И непонятно, зачем нужны вот эти 3 стрелки. Они, видите, они просто везде, эти 3 стрелки, но при этом они не несут вообще никакого смысла. То есть, ну, я, по крайней мере, не вижу этого сакрального смысла. Зачем эти 3 стрелки? Как бы, да? Вот, как будто они не нужны. Вот. Ну и все. И чтобы сильно не душить, мне кажется, вот я так смотрю навскидку, игра прям огонь. Прям 8 из 10, 9 из 10. Я точно ее уже сам добавил в виш-лист. Жду вашу игру. Мне очень нравится. Те ребята, кто не разработчик, а кто просто смотрел этот летсплей, если вы досмотрели до этого момента, рекомендую. Пока что выглядит очень классно. Классная демка, мне понравилась. Вот, доигрывать не буду, сам, наверное, доиграю. Я хотел просто обозреть немножко игру. И я думаю, я это сделал. Музыка, огонь. Как скачать, разрабы? Напишите мне, скиньте треки ваши. Очень нравится. Все, а я на этом прощаюсь с вами. Это был MNG. Увидимся в следующих обзорах, в следующих видео. Всем пока.